начинаем поход вот здесь. Так, ну а мы идем вперед. Всем привет! Попытаюсь немножечко поснимать не просто отдых, а попутешествовать, походить в горы. Кстати, я вот когда собирался в поездку, хотелось бы посмотреть какой-нибудь обзор, как пройти к бухте больших камней. Там действительно очень красиво, поснимать, пейзажи классные. Ну, увы, ничего подобного, такого хорошего, толкового видео я не нашел. Мы уже 2 раза пытаемся туда дойти, но ничего так толком не получилось. Наконец-то уже разобрались, где туда какая тропа у нас идет. И я думаю, сегодня я уже четко вам покажу, расскажу до самой бухты. Стартуем возле Альвадоны. Такая база отдыха. Это центральная улица Кирыша. Вот, и направляемся в сторону гора Чалыш. Высота этой горы, кстати, я уже узнал. Вместе с другом идем, Леонидом. Высота этой горы всего лишь 315 метров. Мне казалось, это все намного больше. Вчера посетили самую верхнюю точку. Вот где, сейчас будет видно, где расположено знамя. Вот вдали, да, как-то так. Что-то видно. Вот, сегодня попытаемся все-таки пройтись в бухту больших камней. Наши барышни решили не рисковать. Там пару переходов сложных. В общем, попробуем сами. Мы уже пытаемся 2-й раз, но как-то вот всю то тропу не могли найти, то барышни не смогли где-то пройти. Я надеюсь, сегодня все получится, будет интересно. Доходим, тут такая развилка. Вот. Типа пятачок, круговое движение, ну в общем непонятно. И нам надо свернуть налево. Ну что дальше там отели. И вас никто не пропустит, если вы направляетесь в бухту. Да ну и там вы не пройдете, походу. Проверено уже. Так, сворачиваем на соседнюю примыкающую улицу. И практически идем к самой горе. Ну здесь так оно все быстро происходит, минут 5 ходьбы. Вот идем по улице, уже подходим к лесу. С левой стороны красиво цветут гранаты. С правой стороны, я так понимаю, это частные сады. Вот. Ну, желательно там не бегать, не лазить, потому что там еще и есть какие-то фрукты висят. Не привлекаем внимания. Так, ну вот подошли к лесу, здесь карта. Начинаем поход вот здесь. Но самое интересное, где-то в этом районе, ну там буду пытаться рассказывать, надо свернуть правее, выйти на мыс такой, там бы как бы гора выделяется. И с правой стороны будет спуск. Вот попробуем показать спуск именно в эту бухту больших камней. Тут даже табличек нету. Там маршрут тяжелый, скорее всего из-за этого он здесь и не обозначен. Туристы могут только посмотреть, будучи на катерах там со стороны воды. Так, ну что, вперед. Вот тропа. Сейчас пока начало подъема, вот покажу. Мусор, как и везде во многих таких местах, где не убирается. Да, надо смотреть под ноги, желательно обувь иметь какую-нибудь спортивную. Ни в коем случае не идти в шлепках, потому что не дойдете никуда. Накануне желательно сильно не увлекаться горячительными напитками, потому что тоже будет тяжело. Кроме этого, с собой обязательно берите воду. Ну и желательно выдвигаться, вот как мы, где-то сейчас около 8. И мы уже идем в гору. К обеду
надеемся вернуться. Так. Вот, пока все. Так. Вот такой интересный маршрут. Сразу подъем начался, на сердечко чувствуется. Ну, вот первая смотровая площадка. Кому интересно, поют петухи. Идем дальше. Так, вот это так называемая Ликийская тропа. И вот будут встречаться вот такие значки. Придерживаться этих значков. Ну и пойдем наверх. Завтрак еще в отеле не уложился. Тяжеловатисько. Так. Вот тоже типа смотровая площадочка. Пару секунд. Но мы идем дальше. Это только начало. Не знаю, будет время на обратном пути. Сразу покажу самый дорогой отель, так называемый Макс Рояль. Вот, говорят, тут $1000 в сутки с человека. Вертолетные площадки. Отдыхающих практически не видно, но охрана бомбезная. Так, ну а мы идем вперед. Даже кто приехал в Кириш, просто рекомендуют подняться на эту высоту, посмотреть этот поселок. Просто с этих площадок. И уже получите массу удовольствия, поверьте. Здесь ветерок, свежо. На солнце особо не влияет, не печет. Ну, это может только сейчас, но вообще-то это все лесная зона. И потому продувается еще гора ветром. И, в общем-то, идти довольно комфортно. Вот где надо сделать гонку на Light Enduro. Любители таких камушек. Интересно было. Но гора охраняется навряд ли. Тут даже, не дай бог тебе развести костер, по-моему, сразу поймают. Так, теперь главное ничего не попутать. Вот. Надо изначально, вот когда вы прошли эти смотровые площадки справа, делать подъем на гору. Не уходить ни в коем случае вправо. Мы уже так пробовали, возвращались, по каким-то канатам лазили. Ну, это все интересно, но есть такие моменты, где очень было опасно. Так что пока идем вперед. Вот покажу сейчас значок опять. Так что тропинка ведет пока вверх, и мы идем правильно. Кто соберется сюда идти, скачайте это видео. Вот. И берите с собой это видео поход. По ходу будет видно и понятно, как куда передвигаться.
И здесь вот тоже можно уйти вправо. И добрые люди выложили из кирпича типа заборчик. Ответ: туда не ходи. Мы 2 дня назад пошли. В итоге, куда надо, не дошли. Так, опять же знак. Идем дальше. Пока подъем. Вот такие вот виды. Вчера поднимались на самую верхнюю точку. Очень интересно, очень. Виды шикарные. Рекомендую туда сходить. Мне так кажется, туда даже проще, чем в эту бухту. Так, по ходу движения появляются вот такие камни. Идем дальше. Так, ну разобрались, что это за труба. Держимся возле трубы. Это на случай пожара написано. То есть в этой трубе, скорее всего, вода для тушения этого леса. Вот так вот. Ну, внизу пробовали ходить. Бесполезно, ребят. Хорошо, там умные люди повязали канаты, по ним можно как-то спуститься, подняться. Но для этого уже надо иметь как минимум навыки. Все отлично, идем дальше. Вот тропа. Так. Ну, типа были знаки. А, вот. Вот знак. Сила жизни. Сосенка растет в этой глыбе. Так. Вот знак. Ну и такая достопримечательность. Это возле глыб этих, он показывает давление почти 4,5 атмосферы, насколько я так понимаю. Вода. Ой, какая красота. Ну, на камеру, наверное, все не передашь. Еще и воздух хотел сказать. Так, как? Сворачиваем сюда. Вон пошла тропа. Да, ну вот сразу возле Щитовой. Пойдем, короче, коротким путем, типа. Там можно сверху спуститься, но мы как-то ходили, мы все время мимо. Потом мимо, да. Ну пробуем, идем по этой тропе. Вот такое вот дерево. Проходим маленькую впадину. Вот. И снова идем наверх. Это уже походу мы самый показываем короткий путь. Потому что я же говорю, 3 дня уже пытались добраться к этой бухте. Но там есть нюансы. Кто боится высоты, там лучше не рисковать, по-моему. Насколько там опасно, сколько у человека от испуга могут быть неадекватные действия. Так, ну тропинка читается. Идем дальше. Так, держимся немножко правее, там немножко пошла одна тропинка левее. Но походу пока все правильно. Вот. И встречается вот такая вот по пути следования глыба, скалы.
Кстати, рекомендую. Мы уже туда подниматься сейчас не будем. У меня в прошлом видео есть, я, может быть, сделаю вставочку. Да не может быть, постараюсь сделать вставочку. Залезть наверх. Тоже очень обзорный красивый вид. Ух. Там море. Здесь тропа. Ну, идем дальше. Так, вот такие пейзажи. Ну що, навпростець. Не надо. Да сейчас. Как реально? Что-то мы не знаем, как спуститься в эту бухту. Лёнь, ну пожалуйста. Так, вот вдалеке там видно пляж уже Макс Рояля. Ну, за деревьями, наверное, плохо видно. Получается, мы его как бы обошли. Здесь есть два варианта. Первый вариант пройти вот здесь, как бы круто. И второй вариант, мы обходили вот эту, да? Сверху заходили. Ну, я, наверное, пойду сверху. Покажу сверху, там проще. Лёнь, а ты, наверное, ну или пошли вместе. Да, сейчас буду исследовать. Может тут можно спуститься. Сейчас посмотрим. Может быть. Попробуй. Ну, я, наверное, подымусь таки. Вот, если пошли этой тропинкой, которая чуть выше, вы попадаете на вот это место. По мне, так здесь переход лучше, проще. Но все равно не все просто. Еще раз говорю, берите хорошую обувь. В шлепках здесь делать нечего, позбиваете ноги. Притом, есть всякие зверушки, типа змеючек, ящерицы. В общем, видели тут и горных козлов. Не подумайте плохого. Ну вот спуск. Я не знаю, как это все показать, снимать. Я не знаю, где там Леня. Я пока вот пытаюсь здесь опуститься. Фух. Спуститься, господи. Так, ну, здесь все нормально. Лень, обойди лучше. Ну здесь вот просто завал. Лень, не рисковал бы. Но это вот, если вот так вот держать горизонт, там просто очень далеко. Так, попробую держаться за скалу с этой стороны. И надо уже пересыпать камеру на грудное крепление. Потому что если ты посунулся одной рукой, хоть будешь цепляться за жизнь. Вот такие отвесные скалы. Так, не понял, где Леня. Лень, ты как там? Ну лучше не надо, давай. Это очень экстремально все. Так, сейчас я дойду до очередной смотровой площадочки. Вот почему-то маршрута нет, он опасный. Не каждому нравится. Вернее, как нравится. Может, каждому и нравится, но каждому дано. Сейчас здесь сделаем, наверное, перекур. Вот какие-то веревки. Вот такой вид. Красота. Леня живой. Но больше так не ходим. Лень, ну я пошел потихоньку, пробую. Надеюсь, все снимает. Интересные кадры должны быть. Так, ну вот смотрите, ребят. Кусты колючие. Сюда не стоит ходить, камни. Тут, слава богу, есть деревья. За них можно зацепиться. На камни вот эти вот надеяться. В общем, ну как-то есть уже опыт. Камень вырывается из-под тебя и улетает. Здесь сложный участок, но опять же обувь. Если что, сразу бежать в сосну. Вот как я. Отлично. О, глыбы. Леня. Надеюсь, мы отсюда вырулим. Трасса для эндурика. Ха, класс. Так, спасибо деревьям. Есть за что ухватиться. И они хватаются. Ух ты, блин, за жизнь. Да, камни сыпятся.
Так, куда дальше? Да, в принципе, для тренированных здесь можно по 3 раза на день гасать. Ну, для таких, как мы, 1 раз в день. А для таких, как пляжный отдых, вот, руку поцарапал, любят и пиво возле бара в огромном количестве, не говоря уже там о вискаре и так далее, то, наверное, лучше сюда не ходить. Ух ты! Во, какая начинается красота! Стараюсь потихоньку идти, чтобы меньше тряски было. Да и чтобы не уехать туда с обрыва. Никому-то не интересно. Но виды красивейшие. Все видно уже бухточку немножечко. Осталась чепуха. Надеюсь, метров 150. А, ребят, если вам видно, надеюсь, видно, какой здесь воздух, какие виды, какая вода. Катера еще не пришли. То есть мы будем первые, надеюсь, первые в этой бухте. Пытаюсь идти прямо на носочках, как бы на носочках, вру. Полную ногу ступая, чтобы не уехать по щебенке. Такая горная масса, как щебенка. Места шикарные. Но рукой все равно придерживаю камеру. Не хотелось ухудшать качество на ух ты! На супер-пупер стабилизации GoPro. И потому... Да, корни, молодцы, деревья, спасибо вам большое. Ух ты, блин. Леня, раздвоение дорожки. Или у меня в глазах. Левее пойдем попроще. Я думаю, все равно в одно место сведут. Я думаю, да. Пойдем здесь. Потому что там уж очень ускоримся. Так, вот такие вот деревья. А мы пытались с той стороны спуститься. Кстати, пытались с той стороны вчера. Вот Леня пошел. И там нашел стадо диких животных. Рогатокопытных. Сначала он их испугался, потом начал к нам переговоры с нами устроил. Они потом нас испугались. Ну, вернее, его. Так, ну... Кто запоминает? Смотри, там грот какой. Вот потому там и нету волн. А какая вода чистая. Ну, уже мы почти у цели. Веревка, если никто не снимет. Опять же. Ну, тут уже все. Тут уже нечего показывать, рассказывать. Наверное, просто тупо спускаемся вниз. Теперь вопрос. Наверное, все равно туда надо уходить. Или вот пошла тропа. Как нам быть? Вот камень стоит на камне. Может, кто специально поставил. Попробуем сюда. Камень на камне, ну. Ух ты, блин. Да. Надо учитывать, что потом придется подниматься. Для этого у нас в рюкзаке есть вода. Пиво не рекомендую с собой брать. Можно сделать... О, там люди отдыхают. Хорошо бы спросить у них, как они спускались. Слушай, тут... Палатками. Да. Ну вот, если туда с палатками ходят, то это полный пипец. Ну, нормально. Все, мы у цели. Такие-то есть эта дорога. Все, ребят. Надеюсь, это я все отснял. Вот такие пейзажи. Красота. Ну, народ там уже в палатках. Ну, идем, проверим, что там за народ. Откуда они такие красивые. Да, там тропинка, она тоже сюда сходится. То есть все, тропинка, если разбавится, она... Вот эти камни вот такие опасные. То есть он шатается, можно на него раз и... Опять же есть опыт.
Опыт вырванных камней из-под ног. Да, народ там живет. Представляю, как им там козлы горные ночью топотят. Сверху камни срывают. И звук такой падающих камней интересный. Мы вчера это все прослушали. Мы думали, это какая-то лесная кикимора за нами бегает и бросает камни. Так, хочется более твердых камней. Надеюсь, это твердые камни. Ну, какая красота, ребят. Как ты думаешь, туда можно на край залезть? Ну, думаю, можно. Ну давай, рискуй, я за тобой. Надо дойти сначала на место. А потом будем, когда на выходе, да? Да. Ну давай, Будем да. вставать. Да. Ну вот, я думаю, все-таки идем. О! Вау! Обалдеть! Ну как? Шли в район, где нет людей, а здесь уже походу еще и удочка. Они тут еще и питаются за счет природы. Красота. Ух ты! Аккуратно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ага. Ребят, а как тут? Здесь? Вниз? Туда? Лень, надо, наверное, туда. Ты на английском говори давай, я уж... Там не слышно. Потому что если мы туда пойдем, мы, я думаю, там... Сюда? Ух ты! О, шкура какого-то козла. Лень, походу надо как... Так, вот эти люди нам... Тут я выйду? Здесь я пройду? Да, вот сюда, все равно сюда. Угу. Все, идем назад. Ну, тренировки никто не отменял. Все-таки идем правильной дорогой. Здесь, по-моему, ребята турки. В хорошем смысле этого слова. О, Господи. Да, здесь, вот даже здесь и то идешь опасненько. А там родничок, я думал там пройду. Ага, тут совсем непроходибельное место. Лень, ты как? Ну все. Слушай, мы вообще молодцы с тобой. Так, где держим дистанцию? Так, последний рывок. Ну, что я могу сказать? Наверное, барышни сюда все-таки не спустились. А если поймали испуг, то был бы полный попипец. Ну, как ребята молодцы. Удочка. Ну вот, Лень, мы у цели. Пришли. Да. Наконец-то. И сколько у нас по времени? Вот, не засекал. А ну глянь, может ты там, телефон как у тебя, далеко? Сейчас я достану. Сейчас, давай в тень зайдем. 9-го, но я не знаю, сколько мы вышли. О, Меньше часа шли. меньше часа шли. Ну тогда замечательно. 8:27. С учетом того, что мы вышли от вашего отеля где-то в 7:30, да? Ну, 7:35. Как зовут? Назми. Назми? Ага.
Эдуард, Эдвард, Эдвард. Леня, Леонид. Леонид. Вот ребята молодцы. С удочками ловят рыбу. Никаких катеров. Ну, они тут, видно, с ночевкой были. Ну, смотрите, вот я сейчас в тени. Не знаю, как там камера снимает. Зашел. Здесь аж холодно. Вот такой грот. Я стою под скалой. Ну, как это описать? Ну, наверное, вот так. Дойду.